Здорово всем, с вами Миша Выплюшка, это канал бывшего осужденного. Какая разница между зоной и тюрьмой? Возможно, вы слышали, как кто-то говорил, что типа я сидел в тюрьме, а кто-то говорил, что я типа был на зоне. Вот в чем разница, она есть. Вот сегодня давайте об этом с вами и поговорим. Для тех, кто впервые на моем канале, я сам провел 12 лет в местах лишения свободы, чем я не горжусь ни в коем случае. Здесь я просто рассказываю свой опыт, отвечаю на вопросы зрителей, которые вы можете задать в комментариях, либо на прямых эфирах. Они проходят по четвергам и субботам. Ну, иногда в другие дни, но в четверг 100%. Всегда в 19:00 по Москве. Также у меня есть другой канал, лайв-канал, там выходят другие видосы. Ссылки будут в описании на канал, ВК, Инстаграм, соцсети, короче, на ТикТок. Там тоже есть что посмотреть, приколоться. Заходите. Оценивайте, ставьте лайки, подписывайтесь, а мы начинаем. Давайте начнем, что такое тюрьма, обсуждать. Тюрьмой называют все то, что камерного типа. То есть, когда человек совершает преступление, сначала его закрывают в следственный изолятор. Ну, сначала как бы его в ВВС закрывают, раньше его называли КПЗ. КПЗ — это камера предварительного заключения. Переименовали в ИВС, это изолятор временного содержания. Вот. После этого везут в СИЗО. И СИЗО представляет из себя как бы такое здание с камерами. Вот. На этаже там не знаю сколько камер, там где-то, ну, по-разному, в зависимости от того, какая тюрьма. Вот. Тюрьму, кстати, вот такую СИЗО еще иногда называют Централ. Вот. Запутался. Ладно. Камера. Камера представляет из себя комнату с закрытой толстой дверью, с толстыми стенами, с железными кроватями, минимум мебели. То есть там кровати железные, приваренные к полу, стол тоже приварен к полу. Там же и туалет, и умывальник где-то в углу. Вот. Ну, там какие-то там еще рабочие моменты, там типа телевизор, чайник. Раньше были кипятильники, сейчас чайники можно. Вентиляторы разрешают. Вот, то есть в зависимости от возможности, скажем так, пациентов. Далее. Там положена прогулка раз в сутки на час. Вот. Ходите вы там в вольной одежде, вот, в которой там тебе передали. Передача там, кстати, без ограничений. Пока ты не осужден, ты ходишь вот в вольной одежде и без ограничений тебе передача, потому что типа ты, ну, еще как бы, ну, не доказан, скажем так, и не признан ты судом виноватым человеком. Вот. Держат там людей. Ребят, первым сроком я просидел 2 года. Там, вот, под следствием. Меня очень долго судили. Было 6 эпизодов разных. По разбоям, там, грабежам, там, по разным моментам. Вот. Ну, это все можете найти на канале. Ну, следственный изолятор. Следственный изолятор, он есть следственный изолятор. Есть еще другая тюрьма, крытая тюрьма. Туда попадают, знаете как? Как еще можно оказаться? То есть, если человек особо опасный рецидивист, и он берет, как бы, ну, совершает преступление, судом ему назначают наказание, например, 10 лет особого режима, из которых 10 крытого. И вот он сидит в тюрьме, где именно отбывают уже наказание. Типа, как, знаете, вот в американской показывают, у них там блоками живут, да. Только блоки эти на ночь закрываются, а днем они там гуляют все, да. Там, то есть, ну, там другая, конечно, история. Но в российских тюрьмах, я разговаривал просто с людьми, которые там сидели в таких местах. Вот. Короче, ну, камера, вот то же самое, что я рассказал про СИЗО, только люди там сидят, ну, годами. По 7, по 8, по 10 лет. Я знал одного человека, он 4 года так вот просидел, и причем один, в одиночке. Вот. Ну, думаю, вы понимаете, что -то просто так этого режима не дают. Вот. То есть там сидят люди такие непростые, крытники. Очень там тяжело. Пацаны рассказывают, кто там был, типа, очень много фляга свистит. Все-таки, как бы, знаете, контингент не меняется. В отличие от зоны. Ну, о зоне мы поговорим. Сразу скажу, что в зоне легче сидеть, чем вот там. И как бы
За счет этого одни и те же люди, там камеры, там не больше, по-моему, 10 человек, вот эта тюрьма, они вот сидят там годами, естественно, у них там и конфликты, и всякое происходит. Эти места недостаточно режимные, вот эти крытые тюрьмы. Это не для пожизненников они. Там-то понятно, что все, это тоже тюрьма, там типа, ну это уж, знаете, это такая тюрьма, из которой не выйдешь и не скажешь, что я сидел в тюрьме. Вот. А это как бы реально вот крытка такая, где сидят люди годами и в очень жестких действительно условиях, помимо того, что они сидят вот в этих 4 стенах, где также положено, извиняюсь, прогулка раз в сутки, и там свиданка вообще что-то раз или два раза в год, передачки вообще там тоже там 2 раза в год. Вот, то есть, ну там тяжело, жестко. Вот, то есть там минимум связи, где-то ее вообще нет, я имею в виду мобильные телефоны. Вот, и то есть, ну, пацаны еще говорили, что для того, чтобы выйти на работу, там, ну, там можно выйти на работу, да, нужно год просто просидеть, чтобы за тобой как бы менты понаблюдали, можно ли тебя выпускать или нет на работу. Дальше, если ты как бы там работаешь, получаешь поощрение, ты можешь досрочно скрытого режима там поехать, не знаю, там на строгий или там на особый, только на такой, где как бы, ну, лагерь, зона. Вот, давайте плавно мы так подошли к зоне. Думаю, вы поняли, да? Тюрьма это где сидят зэки, да, неважно, подследственные или уже осужденные, но это вот такая вот 4 стены, вот эти самые. Зона. Теперь давайте зона. Когда человека осудили, когда в закон вступил уже его приговор, сажают его в воронок, везут на этап. Кстати, напишите в комментариях, хотели бы вы, чтобы я рассказал, как это везут на этап. Это очень жесткая фигня. Есть такие эти конвоиры, просто лютые, о них легенды ходят. Вот. Дайте знать в комментах. Короче, везут по этапу на зону. Также зону называют лагерем. Я уже об этом обмолвился. У нас, кстати, в Рязани, всем привет, косопузам, моим землякам, есть даже станция, где есть электричка, называется Лагерный. Потому что он находится рядом с зоной, с Мервина, с лагерем. Блин. Вот как-то так. Мне там батя сидел, царство небесное ему. Вот. Везут в зону. И зона, что это такое? Зона это небольшой городок, огороженный, естественно, по периметру заборами высокими, где стоят вертухаи, охрана, много ментов. И там отряды. Как правило, где-то в районе там, 10 отрядов в каждой зоне. Вот. И там сидят зэки, каждый отряд человек, наверное, по 100. То есть зона где-то 1000, ну, было и 1200, когда были переполнены. Я помню, было 1400. Раньше тюрьмы были переполнены, и иногда там спали по очереди. Я помню, я был один раз в камере на 20 человек, а в ней было 50. Летом, в жару, вот как сейчас. Там просто вообще, блин, ну, тогда здоровье у меня было, правда, слава богу. Вот, не то, что сейчас. И, короче, вот привозят туда в зону. Сначала в карантин помещают. Карантин там тоже такой барак, где там сидят, грубо говоря, неделю, пока людей там проверяют. Кстати, на болезни, на все. Вот, и решают, кого куда отправить, там, в какой отряд. Вот, и в этих отрядах люди сидят уже все окончательно, весь свой срок. Отряд это такая штука, короче, типа казарма, ну, общежитие. Они бывают одноэтажные, двух-трехэтажные. Вот, и там спальные помещения, вот где стоят кровати, вот эти шконки. Вот. Ну, там уже, там, знаете, в зоне попроще. Там можно облагородить, поставить себе там в проходняк у некоторых. Если зона черная, там можно телевизор. Ну, не компьютер, конечно. Там бумбокс там кто-то ставил, короче, магнитофон. Там чаи пьют, там, ну, короче, на этих спальных местах. Вот. Ну, это основная комната, где люди обычно и тусуются. Дальше там есть комната, где стоит телевизор, она называется ПВР-ка, кухня. Она называется обычно питалка или кишкоблудка на жаргоне. Туалет с умывальником, много толчков. Вот. Сушилка, где сушить вещи, и раздевалка. Вот. Также рядом, короче, с этим общежитием есть небольшая территория.
небольшая территория, куда ты можешь выйти и погулять. Вот, то есть, и можешь ты делать это в любое время. Кроме, естественно, когда отбой там, с 10 до 6, этого делать нельзя, потому что менты там увидят, сейчас камеры везде стоят, отстрелят, придут, напишут рапорт, и ты поедешь в тюрьму сидеть. Есть в зонах, есть тюрьма. Она называется ШИЗО, штрафной изолятор, БУР, СУС. То есть тебя там в зоне, где вот так вот все более-менее свободно, могут посадить в камерную систему. Помимо вот этих общак, там есть еще медсанчасть. Ты можешь там выйти раз в сутки в нее. Магазин. Раз в неделю можешь отовариться своим отрядом. Потом клуб, где всякие мероприятия проходят. Не дискотеки, конечно, нет. Всякие там самодеятельности и так далее. Банно-прачечный комплекс, куда зэки ходят купаться, стираться. Храм. Вот во всех зонах практически есть храмы. Я ни в одной не видел, чтобы не было храма. И в некоторых есть комнаты для верующих мусульман. Чтобы они туда ходили. Так, столовая. Что еще? Иногда школа. Располагается, в которой там недоученные зэки учатся. Дежурная часть, где зэки, которые менты, которые охраняли нас, уже не нас, охраняли, И корпус такой, он штаб называется. Там зэки могут прийти там поговорить с операми, кто-то стукануть, постучать, кто-то там ходит к безопасникам. Такая канитель, такой штаб, где там сидит администрация. Но это еще не все. В зоне есть еще одна возможность выходить на промзону. То есть то, что я вам рассказал, это только одна часть зоны. Такая же большая часть зоны есть производство. То есть если ты хочешь работать, тебя каждый день будут выводить на работу, а в эту жилую зону, которую я рассказал, ты будешь приходить только ночевать. Люди ходят на работу, зарплаты там не платят, по-моему, у меня есть выпуск об этом. Люди больше ходят туда для того, чтобы скоротать время и получить какие-то там блага от администрации в виде поощрений, возможно, условно-досрочного освобождения. Там всякие производства, типа швейное производство, деревянное там какое-то производство, кузнец там есть, они там, всякие мангалы, еще что-то. В каждой зоне по-разному. Помимо этого, там есть еще обычно ПТУ, где можно отучиться на какую-то профессию. Также, в отличие от тюрьмы, там можно свидания длительные с родственниками, в основном с женами ходят, иногда с матерьми, на 3 суток, на общем режиме раз в 3 месяца, на строгом раз в 4 месяца, на особом раз в полгода можно. Много-много моментов там таких. То есть там попроще с передвижением. Можно сходить при желании в другой отряд. На работу, опять же, в столовую. То есть какое-то есть движение. В отличие от камеры тюремной, тюрьмы этой самой, где передвижений никаких нет. Максимум прогулка. Раз в сутки на час. Все остальное время вы сидите в камере. Как-то так. Но на самом деле лучше всего, это, конечно, на свободе, ребят. Я желаю вам никогда туда не попадать, и узнать это только из моих историй. Никому, надеюсь, никогда это не пригодится. Я просто рассказываю свой опыт и не более. Я уже отсидел за всех вас. Не занимайтесь, пожалуйста, никакой фигней. Живите спокойно, счастливо. У меня сейчас очень здоровье. Тоже дает о себе знать. В такие времена, которые уже, знаете, не за горами, но они уже начались. Я чувствительно стал на погоду, там зубы, еще что-то. Ничего хорошего в этих сроках нет, я ничего не добился, ничего хорошего. В общем, мне это не принесло. Как-то так. Надеюсь, объяснил вам. Если заслужил, все-таки поставьте палец вверх, подпишитесь. Лайк, коммент, подписка, все как обычно. А с вами был Миша и Плюшка. На этом все. Желаю вам добра, здоровья. Берегите себя обязательно. Все, давайте увидимся.